Если бы это не было записано, мы бы не поверили тому, что эта кошка сделала с ребенком. Мать оставила своего ребенка на кровати всего на мгновение, и когда она вернулась, их кошка положила лапу ему на голову. Она думала, что это ревность, до тех пор, пока запись не показала правду. То, что сделала Луна потом, спасло жизнь ребенка и доказало, что любовь, инстинкт и защита иногда бывают вместе. Перед тем, как смотреть, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы вы никогда не пропустили еще одну душераздирающую историю, подобную этой. Утренний свет проливался сквозь полураспахнутую занавеску, мягкий и бледный, ложась на белое полотнище простыни. Легкий ветерок шевельнул край одеяла. На той кровати 13-недельный младенец лежал, свернувшись на боку, крошечные ручонки поджаты под щечку. Рядом, без звука и неподвижно, сидела Луна, полосатая Табби с острыми зелеными глазами, которые не моргали долго. Эмма ушла на кухню всего на минуту. Она оставила ребенка на кровати, пока складывала белье. «Просто присмотри за ним, Луна», — пошутила она. Но кошка не восприняла это как шутку. Глаза Луны следили за каждым вдохом, за каждым подергиванием губ ребенка. Она наклонилась ближе, уши дергались при каждом звуке. 3 года назад Луна была лишь уличной кошкой. Эмма нашла ее хромающей возле стройки с поврежденной лапой, которая волочилась за ней. Она завернула кошку в свой свитер и носила домой. Лечила ее неделями. Райан, ее муж, подшучивал: «Ты обращаешься с этой кошкой как с ребенком». Эмма всегда отвечала: «Она — семья». Но когда родился Ноа, все изменилось. Дом, который когда-то пах кошачьим кормом и теплым молоком, наполнился ароматом детской присыпки. Мягкие пледы, которые раньше принадлежали Луне, сложили в сторону. «Держи ее вне спальни», — сказал Райан. «Она может случайно задушить его». Луна не спорила. Она просто каждую ночь сидела у двери детской, хвост плотно обвивая вокруг тела, слушая слабые детские звуки по ту сторону двери. Когда Ноа плакал, она коротко мяукала, настойчиво, как будто зовя на помощь. Эмма заметила это однажды ночью в 3 часа утра. Монитор ребенка был тих, но Луна уже царапала дверь. Когда она открыла ее, Ноа проснулся и тихо закашлял. «Откуда ты знала?» — прошептала она. Кошка лишь уставилась на нее, медленно моргая. В то утро усталость висела тяжелой в воздухе. Эмма не спала больше 2 часов. Райан уже уехал на смену в больницу. Она положила Ноа в центр кровати, окружив подушками, и повернулась, чтобы взять с тумбочки его бутылочку. Младенец пошевелился, загулел, затем затих. Через секунду Луна прыгнула на кровать. Ее лапы вдавились в простыни, голова наклонилась. Что-то в движении под одеялом было неверным. Занавеска снова трепетнула, уши Луны прижались. Она медленно подкралась вперед и аккуратно положила свою лапу на голову Ноа, не чтобы навредить, а чтобы удержать. Глаза ребенка вздрогнули и открылись. Он не заплакал. Он просто уставился на нее. Крошечная грудь поднималась и опускалась. Луна не оборачивалась к нему. Ее взгляд оставался прикованным к краю покрывала, где простыня немного приподнялась, будто что-то шевельнулось под ней. На кухне Эмма услышала низкий звук. Не ребенок и не ветер. Шипение. Она нахмурилась, вытирая руки, и пошла в сторону спальни. «Луна, что ты делаешь?» Когда она распахнула дверь, она застыла. Кошка сидела, поднявшись на задние лапы. Одна лапа все еще лежала на голове младенца. Тело было напряжено, хвост взъерошен. Ее глаза были устремлены на край одеяла. «Луна, убери лапу». Голос Эммы дрожал.
Она сделала шаг вперед, но рев Луны стал глубже. Сырой предупредительный звук, такого она от нее никогда прежде не слышала. Она оцепеневшими пальцами потянулась к телефону. Младенец, в безопасности в ее руках, выглядел спокойно, как будто не находился в опасности вообще. Установленная в углу камера мигала красным, записывая каждую секунду. Позже, когда Райан вбежал домой и просмотрел запись, он просто уставился. «Она защищала его», — пробормотал он. Она не снимала лапу с его головы. В момент, когда змея перестала шевелиться, Луна не расслабилась. Все ее тело дрожало от напряжения удержания, когти вглубились в ткань. Эмма все еще стояла, оцепеневшая, сжимая Ноа, глядя на полосатую кошку, которая только что спасла жизнь ее ребенка. Тишина в комнате была жуткой. Наружный дождь и тяжелое дыхание кошки нарушали ее. Эмма шептала: «Луна, все в порядке. Оно ушло». Но Луна не шевельнулась. Ее глаза горели сосредоточенностью. Дикие, но намеренные, словно она не доверяла неподвижности. Райан пришел 15 минут спустя. Змея, маленькая, черная и блестящая, лежала, свернувшись под скрученной простыней. Он присел и осмотрел ее с расстояния. «Это не какая-нибудь садовая змейка», — сказал он тихо. «Это детская ядовитая гадюка». Голос его надломился на последнем слове. Лицо Эммы побелело. «О, Боже», — продолжил он. «Она, должно быть, увидела, как она пролезла через окно. Если бы она не...» Он не договорил. Ему не пришлось. Луна, наконец, отступила, стряхивая лапу с ткани. Она забралась на тумбочку и села, наблюдая за Ноа сверху. Ее дыхание замедлилось. Она выглядела уставшей, не как хищник, а как страж, выполнивший долг. Малыш издаль ощутимый звук. Тихий и любопытный. Его глаза последовали за кошкой. Когда она наклонилась, он потянулся к ней, пальчики коснулись ее меха. Луна не вздрогнула. Она просто опустила голову и нежно прижала нос к его руке, словно говоря: «Все кончено». Эмма почувствовала сжатие в горле. «Она никогда не хотела причинить вреда», — прошептала она. «Мы держали ее в стороне, а она все равно была рядом». Райан провел рукой по лицу. «Все это время мы думали, что она ревнует. Она защищала его». Они позвонили в службу отлова животных, чтобы забрали змею. Когда офицеры прибыли, они тоже молчали, увидев запись с камеры. Видео показало все. Луна бросалась, кусала простыню, держала лапу неподвижно на голове младенца, словно родитель, прикрывающий ребенка. Один из офицеров пробормотал: «Это инстинкт, чистая материнская защита». После того, как они ушли, Эмма села на пол у кровати и снова просматривала запись. Она не могла перестать плакать. Луна свернулась рядом, глаза полузакрыты, хвост время от времени дергался. Когда Эмма протянула дрожащую руку, кошка прижалась к ее ладони. Никакого шипения, никакой дистанции, только тихое принятие. Той ночью семья больше не закрывала Луны в каких-либо комнатах. Она сопровождала Эмму, когда так упала Ноа. Затем ложилась рядом с его кроваткой, пока он засыпал. Малыш издавал тихие воркования. Уши Луны дергались при каждом звуке. Позже Райан вошел с 2 кружками чая. «Не могу в это поверить. Мы едва не потеряли его. А она знала раньше нас». Эмма кивнула, голос у нее был тихий. Она знала даже раньше, чем сработал монитор. За окном гремела гроза. Занавески снова трепетнули. То окно теперь было наглухо закрыто. Глаза Луны на мгновение метнулись в его сторону, настороженные. Затем она отвела взгляд, довольная. Она прошла по комнате,
подпрыгнула на кровать и снова устроилась рядом с Ноа. В течение последующих недель Луна отказывалась уходить от его стороны. Каждый раз, когда Эмма пыталась увести ее, она тихо возвращалась, как только в комнате воцаривалась тишина. Камера засняла ее лежащей у кроватки в полночь. Одна лапа касалась деревянного бортика, хвост аккуратно свернут. История распространилась быстрее, чем Эмма ожидала. Райан загрузил запись в частную группу для родителей, просто чтобы выразить благодарность. В течение дня ее посмотрели 1000 раз. Комментарии сыпались один за другим. «Эта кошка — герой. Животные знают больше, чем мы. Она ангел в шкуре». Репортеры звонили. Приют, где Эмма взяла Луну, связался, предлагая сделать ее историей успеха. Эмма отказалась от денег, отказалась от интервью. Она сказала только: «Нам не нужна слава. Мы обязаны ей всем». Когда Ноа исполнилось 6 месяцев, он начал ползать. Луна ходила за ним повсюду, медленно, терпеливо, глаза ее всегда были наготове. Если он падал, она первой подбегала и толкала его плечико, пока он не рассмеялся. Эмма иногда ловила себя на том, что шепчет благодарственные слова. Однажды вечером, когда солнце садилось, и ребенок спал у нее на плече, Эмма села у окна и прошептала: «Если бы не было этого видео, никто бы не поверил». Она посмотрела на Луну, которая урчала у нее на коленях. «Они сказали бы, что я выдумала это. Но ты доказала, как выглядит настоящая любовь». Кошка медленно моргнула, глаза смягчились, хвост обвил запястье Эммы. Снаружи уличные фонари один за другим зажигались. Мир продолжал идти своим чередом, не ведая, что в этом маленьком доме произошло нечто бессловесное и священное. Момент чистого инстинкта, тихое чудо, запечатленное только потому, что маленький красный огонек на камере мигал. Эмма поцеловала лоб своего сына, посмотрела на Луну и улыбнулась сквозь слезы. «Ты уже не просто наше животное. Теперь ты часть него». Кошка загудела громче, вытянула лапу и нежно коснулась спящего младенца, так же, как она сделала это тем утром, когда все почти закончилось плохо. В этот раз это было не предупреждение. Это было утешение. И впервые Эмма не боялась этой лапы. Она прошептала: «Следи за ним, Луна». Кошка не шевельнулась и не моргнула. Она просто оставила лапу там, спокойно и уверенно, пока младенец спокойно спал под ней, в безопасности, любимый и защищенный существом, которого все раньше считали просто кошкой. Если эта история вызвала у вас мурашки, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь, чтобы получать больше истинных эмоциональных историй, доказывающих, что животные чувствуют, защищают и любят, так же, как и мы. Каждое распространение помогает нам рассказать больше нерассказанных связей между людьми и их верными спутниками.